покажу, что буду использовать, и покажу сам процесс. Для начала буду использовать вот такие абразивные круги. Начну с 400 и постепенно буду уменьшать фракцию вот таким мягким кругом и шуруповертом. Пасты у меня есть разные. Буду пробовать та, которая будет брать лучше, то и буду использовать. Вот здесь такие рефиниши у меня есть два. Это самый жесткий. Это чуть послабее. Есть ремовская. Черная вот такая. Там чуть-чуть ее, но купил остатки, можно сказать. И Охими Heavy Cut. Не знаю, он плохо берет пластик. Он больше подходит для ЛКП и таких, так скажем, нежных лаков. Какими кругами буду полировать? Возьму шерсть изначально для грубой пасты. Потом, если не пойдет, возьму поролон, попробую. Возможно, буду делать машинкой. Возможно, также шуруповертом вот на этой насадке. Потому что к этой насадке очень хорошо идут вот эти кружки маленькие. 3 инча, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, что еще? Это рассказал. Сейчас обклею фару и пройдусь, наверное, абразивной глиной, чтобы убрать лишнее. Но это не обязательно делать, но это делать нужно для того, чтобы не засирался сам круг мусором, грязью. Лучше пройти абразивной глиной, снять все это лишнее и потом уже начинать наждачками, чтобы не забивалась так сильно наждачка. Как лучше наклеивать скотч, чтобы его не сбивало, пока полируешь? Нужно наклеивать против часовой стрелки куски, потому что круг, как правило, по часовой крутится. И если наклеить скотч 1 на 1 против часовой стрелки, то когда круг вращается, он не будет его подхватывать и заворачивать. Также можно открыть капот и просто застелить там каким-нибудь полотенцем. Лучше не открывать его, если есть такая возможность. Если капот сильно мешает, то тогда, конечно же, открывайте, там все заклеивайте, потому что пасту очень тяжело отмывать. По состоянию фара еще имеет оригинальный защитный слой, тут никакого лака еще не было, но сверху он очень сильно уничтожен, поэтому придется полностью его, наверное, снимать. Видно, что здесь не выйдет просто полировка. По нижней части еще бы получилось так сделать, но сверху я уже вижу, что полностью уничтожен этот защитный слой и уже открылся голый пластик. Не совсем аккуратно, но пойдет. Так, нужно одеть перчатки, чтобы не портить руки. Так, берем глину. Тут у меня маленький кусочек специально. Целиком я не использую его, по кусочкам отрываю. Потому что если он упадет на землю, то его, можно сказать, можно выбросить. Лучше ее подогреть, но можно ее размять руками. Мять ее нужно довольно активно, так, чтобы она нагрелась. Я вот так ее беру вращательными движениями, так нагревая. Можно ее подогреть строительным феном немножко, но не пережарить, а так действительно слегка подогреть. Делаем вот такой блинчик. Берем какое-нибудь средство для мытья, эту штуку, и идем к фаре. Трехсотый. Фара греется. Да, видите, как он замыливается. Все-таки нужно с водой. Этот выбрасываем, берем новый, пробуем с водичкой. Ну и все, и даже просто перебиваем риску, пока не дойдем до 1500. Переместился в гараж, прошел последней наждачкой 1500.
постепенно шел до нее. Можно наклеить новый, конечно. Я говорю, не для этого кузова. Тут ЛКП убитое все в сколах, поэтому здесь это не принципиально, если где-то я там чуть-чуть тирану. Ничего от этого не изменится. Самую грубую. Почистил круг компрессором. Вот такой он стал. Просто крутишь и компрессором дуешь на него. Она немножко загустела там. Вот пошла паста. Ну и начинаем полировать. Так, и завершающий этап. Супер мягкий круг и антиголограммная паста. Также компрессором чистим. Накладываем пасту на круг и полируем. Антиголограмма коховская. Вот такая. Эффект, конечно, не идеален, но неплохо. Последний штрих. Вот такой вот воск. Вот такой он внутри. Плавными такими мягкими мазками. Ждем, пока подсохнет, и мягкой фиброй полируем. Беру чистую микрофибру новую, мягкую. Недополировок много. Видите, много недополировок. Надо больше пастами полировать. Но для этой машины пока что это будет достаточно. Потому что я все равно защитный слой снял. В итоге надо будет клеить пленку. И перед тем, как клеить пленку, я просто пройдусь грубыми пастами еще очень тщательно. И наклею пленку. Теперь можно ездить спокойно дальше и наслаждаться ярким светом фар. Всем спасибо за просмотр.